Выбор, который не всегда про вместе. Почему выбор всегда связан с потерей? Реальность часто отличается от того, что мы представляем. А если самый правильный выбор в жизни не делает вас счастливыми вместе? И если любовь не всегда означает остаться? Сегодня сцена из фильма «Ла Ла Ленд» и разговор о том, почему иногда мы выбираем себя и теряем друг друга. А сейчас закройте на секунду глаза и вспомните человека, с которым у вас могло бы получиться, но не получилось. Держите это ощущение, мы к нему вернемся в конце этого видео. Это рубрика «Кино как зеркало внутренней жизни». Смотрим сцену и немного глубже смотрим на себя. Сегодня про выбор. Не про правильный или неправильный, а про тот, после которого жизнь уже не будет прежней. Смотрим сцену. Это сцена встречи спустя годы. Они уже не вместе. У каждого своя жизнь. Но в этом взгляде есть целая прожитая история. Это очень тихая сцена, но она про одно из самых сложных переживаний, про несбывшуюся возможность, про «мы могли бы, но не стали». Психологически это момент, где сталкиваются две реальности. Та, которая есть, и та, которая могла бы быть. И это не про ошибку, это про выбор. В этой сцене есть несколько очень важных процессов. Первый. Способность выдержать утрату. Чтобы выбрать себя, иногда нужно выдержать потерю близости. Это зрелость, когда человек не разрушает выбор, чтобы вернуть чувства. Второе. Отказ от иллюзии идеальной жизни. Их альтернативная история – это не реальность. Это фантазия о том, как могло бы быть идеально. Но реальная жизнь всегда требует компромисса. И иногда слишком большого. Третье. Контакт с реальностью. Они не бегут друг к другу, не делают драматического жеста. Они остаются там, где есть, очень тихо. И это один из самых взрослых выборов. В жизни это выглядит не как в кино. Это выглядит так. Вы расстаетесь с человеком, которого любите, потому что понимаете, дальше вы пойдете разными путями. И вы не делаете ничего, чтобы это остановить. Или вы остаетесь в выборе, который стоил вам отношений. И иногда вы будете думать, а что если? Что если бы? Фильм говорит о сложной правде. Не все важное в жизни предназначено быть навсегда. Некоторые встречи нужны, чтобы вы стали собой и дальше отпустили. Выбор – это не только про то, что мы получаем, но и про то, от чего отказываемся. И иногда цена выбора – это любовь. В этой сцене нет конфликта, нет борьбы, нет драмы в привычном смысле. Но есть что-то гораздо глубже. Способность признать, эта история была важной, и она завершена. Вопрос к вам, мои дорогие зрители. А был ли в вашей жизни выбор, после которого вы понимали, назад уже не вернуться? И если да, вы бы сделали его снова? Если вам откликается такой формат, мы будем продолжать смотреть кино как способ лучше понимать себя. Потому что иногда самые важные ответы мы находим не в жизни, а в том, как мы на нее смотрим. И, конечно же, подписывайтесь, чтобы не потерять контент. И оставляйте свои комментарии, и вопросы, и пожелания.
Так мы сделаем эту работу и проведенное время вместе гораздо интересней. Спасибо вам за внимание. До новых видео, до новых встреч.